Здравствуйте. Сегодня я уже не думал, что я такое скажу, но меня удивил даже меня Алексей Данилов, глава СНБО. В прошлом видео я вам рассказывал про его вот эти вот мансы, что война закончится только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади. Но я еще раз вам хочу сказать, что в этом танке не будет ни Данилова, ни его детей. Но сейчас вопрос не в этом. Он сам себя превзошел. Послушайте, пожалуйста, зачитаю дословно. Росія готує план «Земля в обмін на мир». РФ готує сценарій внутрішньої дестабілізації в Україні як єдиний порятунок від своєї військової поразки. На міжнародних майданчиках та всередині України РФ через своїх експертів в кавичках, просуває ідеї відмови України від території Донецької, Луганської областей і Криму в обмін на припинення війни, зазначив Данилов. Я как человек, который выступает за именно эту позицию, что ЛДНР и Мариуполь и Крым у нас забрали, и если отказ от этих территорий, они уже не наши. То есть я не предлагаю ничего нового сдавать, я предлагаю все, что там до Запорожской, Херсонской области, Харьковской, все вернуть, до Бердянска, до Мелитополя. Но на это уже у меня лично надежд нету, главное незачем. Я не хочу переубеждать адептов русского мира быть украинцами. Это уже невозможно. Этот красавец Данилов, по сути дела, обвиняет меня в работе на Российскую Федерацию. Кто это делает? И меня, человека, который вообще пострадал, вынужден был уехать во время войны, чтобы сейчас иметь возможность говорить правду, меня будет обвинять криминальное рыло из 90-х, которое тусовалось, а тогда, поверьте мне, все, кто были серьезными личностями в криминальном мире на Донбассе, они все так или иначе были связаны с ФСБ. И вот этот человек, которого просто бэкграунд и вся биография такая, что просто за голову хватаешься, будет мне что-то рассказывать? До чего мы дожили, люди? Ладно еще, когда бы это делал человек, уже ладно, скрипя зубами, например, как Зеленский, которого хотя бы выбрали граждане Украины. Это так или иначе. Кто, скажите мне, выбирал Данилова? Это может быть вы, напишите в комментариях, кто за него проголосовал, может быть, из вас. Кто-то его выбрал. Может быть, у кого-то из нас спросили, хотим мы Данилова видеть главой СНБО или нет. Я не хочу. Я не хочу, чтобы эта рожа из 90-х сидела, вещала этот бред, эти сказки. Тот человек, который, по информации прессы, конечно, вывез своих детей за несколько дней до войны, сыновей, будет сейчас это рассказывать, что на Красную площадь нужно на танках, и будет называть таких людей, как я, агентами Кремля, я имею свое мнение. И Украина не Россия. Еще Кучма сказал. У Кучмы, кстати, при всех проблемах хватило мозгов демократические процессы, такие как Первый Майдан, Оранжевая революция, в кровь не окунать. Понимаете? А Данилов действует так, как в свое время действовал Янукович, как действовал Порошенко. То есть люди, у которых от власти сносит башню, и они думают, что на них никогда не найдется управы. Кто мог подумать, или Янукович, вы думаете, себе в голове допускал, что меня когда-нибудь свергнут, я буду беглый, ничтожный, и, в общем, всю свою власть, всю свою мафиозную структуру в управлении государством, я имею в виду страну Украина, государство Украина, потеряю. Вот так сейчас и Данилов уселся своей задницей, высокопоставленное, очень важное для страны кресло. Мы уже одного такого видели. Зовут его Андрей Ермак, глава офиса президента Украины. Как оказалось, не прошел даже проверку спецслужбами, ни СБУ, никакая служба проверки внутренней безопасности его не проверяла. А у него в биографии столько черных пятен. И самый главный вопрос, то что его отец, и еще раз говорю, по информации прессы, конечно, не по моей, служил в российской разведке. И дослужился там до очень серьезной должности. Бывших ГРУшников не бывает. Но проверку, факт в том, что проверку никто не проходил. Я вас уверяю, что эту проверку не проходил и Данилов. Это лично мое мнение. Может быть, когда-нибудь нам станет известно. Что касается вот таких вот красавцев, так уже президент Украины назначал своих каких-то приближенных или друзей детства. Баканов, человек возглавлял СБУ во время войны. Наделав до этого кучу глупостей. И по той информации, которую я знаю, все, что он делал на этом посту, занимался бизнесом, устранял конкурентов по своему бизнесу, решал вопросы. Вы понимаете как, да? И ничего другого его там не интересовало. Скомпрометирован с головы до пят. Где сейчас Баканов? Никто не знает. Под грифом совершенно секретно. Знаете почему? Потому что наверняка там госизмена, и сейчас не могут такое объявить. Потому что если сейчас во время войны нам скажут правду, то общество сдуреет просто. И к Зеленскому упадет очень сильное доверие. Что, конечно же, они не хотят допустить во время войны.
Вот что происходит. И такой же красавец Данилов. Но Данилова, мы еще раз говорю, мы не выбирали. Его посадил в это кресло Зеленский. И какое он имеет право сейчас вешать ярлыки? Да давайте на полиграф, я и Данилов, кто когда-нибудь контактировал с какими-либо спецслужбами. Давайте. И проверим, заплатил ли мне кто-то деньги за мою точку зрения. Я готов. А Данилов готов это сделать? И Ермак готов, например, такое сделать? Я готов. В прямом эфире, пожалуйста, YouTube, пусть весь мир смотрит. Операция. Есть такая операция «Рыло из 90-х», которая много из себя возомнила. Но и до таких красавцев дойдет рано или поздно очередь, не переживайте. Я еще раз вам говорю, Янукович думал так же. Порошенко думал, что он уже царь просто-напросто. Чем это закончилось? Вот то же самое ждет и Данилова. Фактически этот человек наступает сейчас на свободу слова, на свободу мнений. И знаете, что я вам хочу сказать? Я вам сейчас расскажу про свободу слова в Украине, как сейчас все происходит. Все мы знаем центральное издание, которое основал Гангадзе. Гангадзе на фоне этих крыс мелких был, конечно, великий человек. Но, к сожалению, издание, которое он основал, упало на самое дно. Владелец этого издания, олигарх Томаш Фиала, про которого я много раз рассказывал, один из самых больших паразитов на теле экономики Украины. Этот человек, по информации, которую мне бросили в почтовый ящик в конверте, что он сделал? Он вызвал ткача, великого расследователя, Севиль Мусаеву, главред «Украинской правды», и сказал им, что вы хренели. Значит, Томаша Фиалу хотят внести в список олигархов, потому что его издание, там Миша Ткач, делает все эти расследования и цепляет очень многих людей из офиса президента Украины, так или иначе приближенных или связанных с Зеленским или с Ермаком. И сейчас готовились очень важные расследования. Опять же, только по информации анонимного источника в моем почтовом ящике. Это не моя информация. Так вот, готовились очень серьезные расследования, или уже готовы, отсняты, отмонтированы. Про Татарова, которого Ермак поставил курировать всю юридическую систему судебную в Украине. И про самого Ермака. Но случилось то, что случилось. Получил по жопе Фиала. И запретили. Именно поэтому, по информации из этого письма, были выставлены Ткачом последние расследования про Смирнова, там сейчас еще они какое-то сделали, совершенно не на те тематики, а те отложили в долгий ящик. Вот так работает свобода слова по-украински. Взяли Томаша Фиалу за жопу, и свобода слова закончилась. И великие расследователи тоже на этом закончились. Посмотрите, половина этих расследователей будет в Верховной Раде следующего созыва. Следующая новость, которая частично к этому относится, которая меня расстроила. Залужный назначил Луценко командиром взвода ударных БПЛА, то есть ударных беспилотников. Кто такой Луценко? На этом человеке, как и на Данилове, негде ставить клейма. В каждом гамне, которым можно было запачкаться, он был запачкан. Вместе со своей женой, кстати говоря. Но я не хочу сейчас об этом. Будет вам интересно, расскажу в воскресенье на стриме. Это человек глубоко из политики. И то, что он там сейчас снимает военные тиктоки, для меня не дает ему ни индульгенции, ни какого-то даже минимального уважения. И обязательно я знал, что какие-то проходимцы типа Луценко или Галяшко воспользуются этим трюком. Пойдут на фронт типа и там зарисовываться будут. Или не типа, это ничего не меняет. Это скажите, пожалуйста, на все ЗСУ, в котором полно героев, специалистов, профессионалов, просто людей с чистой биографией, нужно было Йорика Луценко назначать, вот других просто не было. Вот Луценко просто гипервоенный, просто какой-то, я не знаю, великий полководец. Вот не нашлось других людей. Нет молодежи, которая заслужила. Что происходит? То есть что получается? Уже и Залужный там. Просто последние надежды летят тартарары. Я просто киплю, видите, что происходит. И я хочу вам сказать, вот по поводу прессы, по поводу вот украинской правды, вот этого вот всего. Если мы с вами не создадим маленькое, но серьезное и с правильным как бы направлением СМИ, а самое главное независимое, каким посредством? Нажимайте кнопку спонсировать на моем канале, $1-2 в месяц никто не обеднеет. Нас должно быть там, не знаю, 10-20 тысяч таких. Мы сделаем маленькое СМИ, мы сделаем сайт, мы сделаем YouTube канал с журналистами полноценно, мы сделаем телеграм-канал. Все будет существовать, потому что все закончится тем, что будет вот только так, как происходит, как в «Украинской правде». Это всего лишь один маленький пример, который я вам рассказал из анонимного источника. Повторюсь, подбросили конверт в почтовый ящик. А как же большинство людей? Они живут либо по заголовкам, либо просто потому, как им это все преподнесут. Я уже устал приводить пример, как Трампа. Демонизировали, клоуном в Украине сделали. Нормально, нормально, потому что Томаш Фиала честно связан с Соросом, это его человек, у Сороса Трамп враг чуть ли не номер 1. И таких примеров можно еще десятки просто наводить.
Даже без своего СМИ не обойдемся. И это не какие-то громадские ТВ, где возьмут там 5 журналистов, как это было, помните, Скрипин, Наем, потом там они в сейфе какие-то бабки не поделили. Но это все не то, это все дешевка. Нет, нам нужны настоящие СМИ. И если вы будете сидеть на пятой точке ровно и смотреть, как другие напрягаются, будь то на поле боя, будь то в Ютубе, будь то еще где-то, сражаясь за свободу слова, за альтернативное мнение, ничего не будет. Без вашего участия или ждать мессию. Денис, скажи, за кого мне проголосовать, чтобы наша жизнь изменилась? Не будет такого. Пришло время закатать рукава и делать самому. Как минимум спонсировать своим минимальным вкладом, но быть причастным к чему-то серьезному, великому и правильному. А иначе вам «Украинская правда» с Томашем Фиалой, с Даниловым расскажут, как жить, что делать и как все происходит. Задумайтесь, пожалуйста, и напишите свое мнение в комментариях. Подпишитесь на телеграм-канал, потому что он является неотъемлемой частью моего YouTube-канала. Все это очень важно. Пожалуйста, не недооценивайте это. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следующее видео будет просто космическим. Обязательно подпишитесь на канал. Пока.